Такие аппетитные и румяные плюшки я сегодня испекла. Это у меня обычные плюшки, просто сахаром посыпано тесто, а это плюшки для дочери. Я еще добавила сюда корицу. Ой, какой стоит аромат на кухне, не передать словами. И согласитесь, это просто красиво. Просто красиво. Точный рецепт в описании под видео. А сейчас расскажу просто, какие продукты нужны. Самые обычные. Теплое молоко и теплая вода, сметана. Вместо сметаны я взяла йогурт, сахар, растительное масло, яйца, дрожжи живые, соль и мука. В кастрюлю вылила всю жидкость. Добавила чуть-чуть сахара, дрожжи положила, сверху мукой присыпала. И вон в теплое место, на солнышко, на окно сейчас поставлю, для того, чтобы шапочка образовалась. А пара у меня вот так хорошо подошла. Я добавила туда уже сметану, добавляю сюда яйца, добавляю оставшийся сахар и выливаю растительное масло. И все венчиком перемешиваю. Теперь сюда добавляю муку и замешиваю тесто. Такое тесто у меня получилось. Я его выложила из кастрюли на стол и сейчас буду вымешивать минут 5-7. Тесто я уже вымесила, снова положила в кастрюлю, сейчас накрою пленкой и оставлю на час-полтора, чтобы подошло. Сегодня на улице тепло и в доме тепло, так что может даже подойдет и раньше. Тесто у меня подошло просто шикарно, вот видно очень хорошо. Сейчас стол присыпаю мукой, выкладываю тесто и формирую шарики. Шарики примерно одинакового размера. Вот так у меня получилось. Сколько у меня здесь получилось? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. 25 плюшек будет. Вот, теперь аккуратненько закрываю полотенчиком и оставляю еще минут на 15. Говори. Присыпала стол мукой. Беру тесто, вон оно как хорошо подошло. И скалкой его раскатываю. Просто раскатываю скалкой. Вот так вот тоненько. Потом смазываю растительным маслом, можно сливочным. И присыпаю сахаром. Сахар тоже, вот у меня уходит примерно 1 чайная ложка. И скатываем жгутик. Скатываем жгутик, закрепляем края, соединяем и разрезаем. И вот такое красивое сердечко получается. Выкладываем на противень. Вот, можно еще и сверху присыпать сахаром. Вот, точно так же сейчас еще одну сделаем, одну плюшку. Раскатываем. Я плюшки помню с детства. У меня бабушка пекла очень вкусные плюшки и пироги. Всегда такие красивые, вкусные. И запах шел по всему дому. Раскатали, смазали растительным маслом, присыпали сахарочком, скатали жгутик. Я всегда удивлялась, да вот как это у нее так красиво получалось, такие симпатичные плюшки.
Оказывается, все, вот эти края можно защипнуть. Оказывается, все очень просто. Вот еще одна красивая плюшка получилась. И здесь можно присыпать сахарочком, а сверху еще помажем яйцом. И так дальше. Вот такие красивые плюшки получились. Сделала не все, 7 штук оставила. Их сейчас сделаю с корицей. Они все равно бы у меня на противень все не поместились. Вот. И сверху еще помазала взбитым яйцом. Духовка у меня уже разогрелась до 180 градусов. Все, отправляю в духовку на 20-25 минут. А эти сейчас плюшки сделаю с корицей. С корицей очень любит дочка. Сейчас посыплю сахаром и посыплю корицей. Все то же самое. Раскатываем круг. Немножко прилипает, присыпаем мукой. Вот. Смажем растительным маслом. Сахаром и немножко корицей. Ух ты, сразу какой аромат пошел. Скручиваем трубочку, закрепляем края, складываем, разрезаем. И вот такая плюшка с корицей у нас получается. И следующее сделаю также. Через 20 минут противень достал из духовки. Нет слов. Одна красота. Одна красота. Посмотрите, какие красивые плюшки у меня получились. Я их выпекаю первый раз. И такая красота. А сейчас буду выпекать плюшки с корицей. А у меня уже испеклись и плюшки с корицей. О, еще красивее получились, еще румянее. Еще румянее и аппетитнее. Вот так выглядит. Но эти плюшки я выложила не все, их намного больше. Вот, готовить очень просто. А какой результат? Просто хочется их готовить и готовить. И какие вкусные! Я уже попробовала. Всем, кто был со мной на кухне, всего вам доброго. До свидания.